Всем здорово, чуваки! Как вы знаете, это обыкновенная болгарка. И при помощи нее что пилит обычно? Металл, ну, может, кто-то пилит еще что-нибудь. Я видел, что только металл. Так вот, нашлись на ютубе умники, которые меняли этот диск по металлу на обыкновенную бумагу. И этой бумагой они пилили различные предметы. Если вы не видели такие ролики, давайте я вам покажу, как это работает. Для этого нам нужен альбом с бумажными листами. И мы склеим сейчас эти листы друг с другом, наверное, слоев 5. Таким образом, я думаю, диск будет максимально прочным. Пальцем. Я так делал всегда. Ну ладно. Ну а теперь склеиваем. Берем следующий лист и склеиваем таким же образом. Три слоя есть. Еще 2 раза так же сделаем. Это уже получится не бумажный диск, Серега, а бумажно-клейный диск. Не, ну из бумаги состоит. Да. Вот такой толстый лист бумаги мы получили по итогу. Сейчас мы ждем, пока это высохнет, и будем вырезать по размеру этого диска нашу бумагу. Итак, странички подсохли, можно их отрывать, альбом не нужен. Вытаскиваем диск болгарки. Видите, какой я сильный, как я легко руками открутил. Вот так вот приставляем его сюда и обводим этот диск. Берем ножнички и вырезаем этот круг. И также центр. Устанавливаем этот диск теперь на болгарку и закручиваем. Ну и все, болгарка с бумажным диском готова. Давайте проверим ее на практике. Давайте разрежем, например, банан. Что, готов, Паха? Готов. Ты видел когда-нибудь, что пилили вообще Нет. бумагой? Давай, держи, короче, банан, я буду пилить его. Давай, только аккуратно. Да я верхушечку срежу, не буду по рукам тебе. Да. Ну, короче, вы поняли. В принципе, банан полностью разрезал. Только кожуру что-то он потом перестал как-то резать. Ребят, причем с диском практически ничего вообще. Он, ну, абсолютно целый, потому что и маркер остался, только вот здесь вот почему-то он отсырел немножко. Это было круто. Действительно, мы разрезали банан. Вау! Но речь сегодня пойдет не о бумаге и даже не о болгарке. Мы сегодня хотим установить собственный диск, который сами сделаем на гигантскую циркулярную пилу. Я не знаю, возможно, это так действительно называется. Но мы возьмем оттуда саму пилу, вот эту с зубчиками такую толстую металлическую, уберем ее и поставим собственный диск из более мягкого металла. Это фольга, ребята. Да, именно из нее мы сделаем свой гигантский диск. И как вы думаете, что такой диск может разрезать? Ну, банан-то понятно, что по-любому разрежет. Но вот что если взять какой-нибудь пластик или даже тот же металл, а может и дерево? Посмотрим, как он справится с этой задачей. Но давайте для начала сделаем диск. Чик. Так, Паха, как думаешь, сколько слоев будем делать? Слушай, я думаю, штук 10, наверное, потому что фольга тоньше, чем бумага. Я думаю, да. Слушай, так и сделаем. 10. Осталось только все это склеить и вырезать диск. Наносим клей. Накладываем второй слой. Я вот думаю, может, не зря не делали диски из фольги. Может, они не работают? Отрежем все лишнее, чтобы не мешалось. Итак, готов целый лист из 10 слоев фольги. Нам осталось только отправиться в другое помещение, где находится циркулярная пила, чтобы ее заменить на наш диск. Так, ребята, мы сейчас находимся в специальном цеху, в котором будем производить эксперимент. И, кстати, давайте познакомлю вас со специалистом Егором, который покажет нам, как работает эта гигантская махина. Всем привет. Егор, давай попробуй включить ее и показать нам, как это все пилится, как работает. Слушайте, работает она довольно мощно. И давайте покажу, как вообще она распилила. Идеально ровно, все четенько. Сможем ли мы вообще распилить что-то сегодня вот этим куском фольги, если его можно так назвать? Будет ли это похоже на пилу, сейчас узнаем, но для начала нужно вырезать из нее форму. Так, ребят, смотрите, у нас есть специальный пильный диск, по которому мы будем все это вырезать. Кладем вот так вот на наш квадрат и центр.
И сейчас, как видите, он достает до краев, поэтому мы будем обрезать примерно минус сантиметра полтора, я думаю. Для того, чтобы диск у нас был максимально в проклеенных местах, чтобы он был плотный, не расслаивался и смог действительно что-то распилить. Ну что, наш диск уже готов. Сейчас мы его поменяем на то, что стоит на станке. Естественно, я это не буду делать, это сделает Егор. Егор, покажи, как это вообще происходит, как это меняется. Так, все, осталось поставить, да? Да. Выглядит это супер странно вообще. Сейчас увидим, что это за чудо вообще такое, что оно сможет вообще сотворить с нашими предметами. Кто-нибудь вообще ставил на такой станок диски из фольги? Я думаю, что нет. Егор, ты вообще когда-нибудь устанавливал какие-нибудь подобные диски на такой станок? Нет, только специализированные. А ты думал когда-нибудь на тему вообще, что может фольга что-то прорезать, там, установив ее на болгарку или вот на такой станок? Ну, пропилить, я думаю, что-то может, но это точно не для работы. Ну давайте проверим, что он вообще сможет пропилить, сейчас узнаем. Первое, что мы хотим распилить нашим диском, это шоколадка. Обыкновенная в упаковке, мы не будем ее распаковывать, попробуем сделать это так. Естественно, я не буду находиться за станком, это будет все делать специалист, поэтому, Егор, держи шоколадку, кушать не надо пилить. Шоколадку я, конечно, ни разу не пилил, но я думаю, он с этим справится. Давайте для начала попробуем запустить сейчас диск, посмотрим, разлетится он, не разлетится, что с ним случится. Давай. Клей, вот этот момент, да, резиновый. Да. Вон он прям разлетается везде. Вот только клей-момент наш и вылетает. Но главное, что сам диск не раскрошился, все с ним в порядке. Поэтому, что, шоколадку, наверное, получится у нас распилить, да? Да. Ребята, я думаю, нет смысла дальше продолжать пилить шоколадку, потому что она очень твердая и очень толстая. Пила просто в ней застревает и начинает деформироваться и портиться. Поэтому, я думаю, уже наглядно видно. Хотя, давайте я покажу, как она внутри распилена, смотрите. Пропилила неплохо на самом деле. Слушай, у нас получилось прям четко по линии пилить. Изначально, я думаю, просто поторопились, взяли очень твердый предмет. Давайте возьмем что-нибудь попроще и проверим, сможет ли пила его пропилить. Итак, ребята, следующее, что мы возьмем, это пластиковая бутылка. Она очень тоненькая. Так, ну давай, держи, сможешь пропилить где-нибудь прям в центре с этикеткой. Попробуй. Звучит страшно. Очень хорошо пилит. Половину мы пропилили, посмотрите. Причем распил такой толстый прям. У нас Потому вроде... что ее бьет. С бутылкой пила справилась очень легко. Давайте возьмем что-то пожестче. Как думаешь, вот алюминиевую банку он сможет вообще распилить? Я думаю, да. Алюминий против алюминия. Сейчас узнаем. Алюминиевая банка колы. Егор, держи. Хотя бы половину давай так же попробуем. Он ее нагрел, прям дым идет. Слушай, да. Прям очень хорошо видно, как идет дым вот на черном. Да. Проплавила и сделала вот отверстие в виде, как будто, не знаю, в нее пуля прилетела. Крестик такой. Но я думаю, дальше нет смысла пилить, потому что она просто ее вот так вот трет до тех пор, пока не проявится какая-то дырка или отверстие. Поэтому у нас есть еще кое-что очень жесткое. Ну, слушай, я думал почему-то, что банку вообще легко. Но оказалось очень сложно. Изначально, как вы помните, диск был толщиной 1 мм. Сейчас, посмотрите, это как будто настоящая пила, только без зубчиков. И это всего лишь после 3 предметов. 3. Я 5 показал сначала. Но сейчас будет очень жестко. Я не знаю, получится ли это вообще, потому что это велосипедная камера. Справимся? Попробуй. Так, Егор, держи, я ухожу. О, как так? Ну, диск тоже разлетелся. От камеры как будто. Какие-то горелые части камеры. И Черные. пахнет резиной конкретно. Пахнет резиной. Ну ты видел, как она легко ее Да. пилила вообще? Слушай, ну я не ожидал, честно говоря. Егор, это может руки мастера так работают? Вряд ли. Давай еще вот эти попробуем тогда, раз диск у нас остался. Это HDF и маленькая DSP. АМДФ, что это? Ты сейчас назвал тут. Я знаю ДВП, ДСП и все. И линолеум. Или ноль, знаю. Вот это DSP со Ага, стружками, а это MDF. Слушайте, ну это гораздо прочнее, чем ДВП. И ты думаешь, она ее прорежет? Ну попробуем, постараемся. Я вообще не уверен.
смотрите, прорезало немножко, потом диск разлетелся. Смотри, что случилось с диском. Офигеть. Его порвало просто. Вообще просто на кусочки, просто на части. Здесь не осталось, ну ничего как бы. Чем пилить? Нечем. Все. Я уже строил планы, блин, что он сейчас легко ее пропилит. Посмотрите, какая тонкая HDF. Ее должно было очень легко прорезать, ну, на мой взгляд. Потому что явно тоньше шоколадки. Я не знаю, можно ли шоколадку вообще сравнивать с HDF, но немножко пропил есть и все. Где-то, видимо, зацепилось и разлетелось. А какие у тебя планы были? Ты хотел патентовать, что ли, этот диск или что? Нет, ну, блин, прикинь, 10 слоев фольги. Склеим. Я думал, это будет гораздо прочнее все. Но, блин. Слушай, ну да, посмотри туда, там видно вообще? Плохо. Какой там хлам творится вообще. Я не знаю, где остальное. Куда улетела половина диска вообще? Может, в потолке застряла где-нибудь? Слушай, ну я не ожидал, что прям он настолько разлетится сильно и так быстро. Итак, по итогу что мы имеем? Алюминиевую банку, я вообще никак от нее не ожидал такого результата, что она расплавится и не будет никак резаться абсолютно. Пластик как бы ожидаемо, действительно, что легко прорезался. Шоколадка, ну тоже, мы взяли первое, но от нее пила чуть ли не раскрошилась. Также самое удивительное для меня было это то, что мы взяли камеру и очень легко, я не знаю, секунды 2, наверное, и она разрезалась. Я думал, она будет там пытаться плавиться, как-то дымиться, там гореть, не знаю. Но никак не резаться. Кстати, ребята, а на какой бы диск вы бы хотели заменить пилу? Напишите в комментариях, нам будет интересно почитать. Но если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте побольше лайков внизу, подписывайтесь на канал и всем пока.